Ну что, друзья, что-то начинается, что-то чувствую, будет у меня очень интересный этот выпуск. Я по-прежнему в Тано. Стою, жду загрузку рыбой. Погодка шепчет, морозик упал. В прошлом видео, кто не смотрел, смотрите, все видео идут по очереди. У нас воскресенье, завтра утром должны мне дать план, куда я поеду за рыбой. С крыши все слетало и получился капкан. Я думаю, так как дальше метет, то еще больше заметет. Ух ты, тут тоже капкан. И все идет по дорогам. Сейчас на перевалах будет весело. Очень даже весело. Но я думаю, здесь приедет машина завтра, прочистит с утреца. Но это не точно. Мне тут вопрос прилетел. Постоянно ли я скручиваю постельное или только для видео? Нет, я скручиваю это постоянно. У меня на резинке простыня, и поэтому я делаю таким вот образом. Там у меня одеяло и подушка. У нас как бы получается такой вот херня такая. Здесь подворачиваю, чтобы ровно было. И заматываю. В принципе, это все быстро происходит, поэтому мне не составляет никаких проблем это убрать. Все, наверх я еще также плед мой, я просто что-то в последнее время им не пользуюсь, но иногда бываю днем, если поваляться, то я застилаю просто на спальник. Сейчас у меня выдвинут там полностью виде спальник. Вот. И все, слаживаю, мне так как-то больше глазу комфортнее. То есть помимо того, что как бы выглядит это все нормально, висит куртка на вешалочке, здесь сложено постельно. Вообще в целом я могу себе выбрать ящик какой-то из этих и туда его постоянно слаживать. Ну, как бы здесь ему неплохо за сиденьем стоит. И ко всему к этому у вас в течение дня меньше от этого собирается пыль. В дальнейшем я, может быть, хочу все-таки под этот матрас именно, может быть, даже чехол такой, как материала у меня ковер. Ну, посмотрим. Всем привет, друзья. Понедельник у нас 14:20. Выгребаю я в местечко такое под названием Рыбфьорд. Там у меня будет загрузка завтра. А сегодня мне нужно преодолеть 400 километров. Ну, погода успокоилась, короче. Но ветер. Там в том направлении сильный ветер. Поэтому будем смотреть, как у нас что будет происходить. Сегодня спокойно еду. Завтра загружусь. Там проблемный участочек дороги будет такой. Нужно будет подумать по поводу в очередной раз цепей. Надо ли или не надо ли. И потом мы пойдем через перевал Киви-Ломпола. Через Альту. Хороший затяжной у нас подъем. Тоже погоду нужно будет смотреть, учитывать все нюансы. Ну, погнали пока что. Пока что, да, у нас -6. Погода хорошая должна быть по всему маршруту. Осадок не ожидается. Мы сейчас едем в направлении также границы, откуда я выехал. И мы дальше пойдем туда на Карасек. Затем в сторону Альты. И потом просто уйдем наверх, на 94-ю дорогу. Так, погодка у нас немножко тут что-то подметает. Я без дворников. Здесь снегоуборщик идет. Ну, дорожка нормальная. У меня выскочила ошибка по приколу. Я нажал на тормоз. Ну и скользковато, он ничего не посыпает, просто расчищает. И я также сделал на тормоз, проверил, и у меня выскочила вот такая ошибка. Так, меня он пропускает, я так понимаю. Не отвлекаемся на ретардер свой. Короче, проблема с ретардером у меня выскочила после нажатия на тормоз. Поблагодарим. Неисправность зря при все еще посещении сервисного центра. Я думал где-то остановиться, попробую выключить ключи зажигания, может пропадет. Вот, ну пока еду, но ретардер работает, то есть по факту все шумит. Ну, замедлитель какой-то слабый, да, чувствуется, наверное, все-таки.
потому что я пустой, она должна быть как вкопанная, просто на максималках тормозить. Поэтому я думаю, с зажиганием у меня ничего не произойдет, включением-выключением. Ну, может, а вдруг. Все надо пробовать сразу, прежде чем поднимать кипиш. Ну, в любом случае, я буду грузиться на Польшу и на праздники домой, то будет время машину загнать на сервис и вопрос этот решить без проблем. Валит капитально. Я переключился на средние фары. Кстати, да, еще моментик такой. Многие, может быть, не понимают, кто смотрит, кто пишет, что с дальним едешь в снег. У меня полный комплект фар. У меня 3 уровня дальнего. Нижний, средний и верхний. Вот. Да, кстати, в этой машинке я не могу все вместе включить. Но это дело перепрошивки. Я там подниму этот вопрос когда-нибудь. Пока что как бы, может быть, ну, то есть, чтобы вместе это все дело включалось, потому что пока что у меня только могу по отдельности включать. А здесь у нас вот так вот нам засыпало дорогу. И, наверное, ну, тут я пустым ленивец опустить поедет или нет, потому что слишком что-то жестко у меня скачет она. Мне так не нравится она. Ну и плюс рулежку немножко нагрузить. Жуть какая-то. Что по покрытию? Ну, не сильно скользко, нормально. Так вот, о чем это я? Тут меня кочки эти сбили, я забыл вообще, что я говорил даже вам. Дальний, да, несколько уровней, поэтому в любом случае, вот, еще раз наглядно показываю, мой просто ближний. Сейчас я вообще выключу все. Вот мой нижний уровень. Так, ну то есть, все равно в любом случае лучше. Затем я могу добавить... так, ой, включен. Я могу добавить вот мой верхний ряд. Вот без допа. Ой, мигалки не то. Вот так это выглядит, да? И мой средний ряд. Поэтому каждому на выбор какой угодно можно ставить. К сожалению, 2 раза я не могу их врубить. Вообще было бы пушка. Поэтому дополнительный свет, он всегда лучше дает вам в снег, в дальний. Да, в тумане эта история другая. Но при снегопаде у вас... Для этого еще тоже, кстати, как... еще для этого нужны дополнительные фары для Норвегии. Почему здесь в большинстве случаев их ставят. А кто не ставит, те вонючки. Вот и встречечка у нас как раз тут с отбойничками. Нормально. V8 есть немножко такая фишка, вот такая, как нужно привыкать плавнее нажимать педаль газа. Вот, то есть здесь она очень как бы резко, малейшее что-то лишнее вы нажмете и как бы погнали сразу буксовать. А вот если в натяжечку аккуратно, то как бы едет. Ну это я, чтобы не гуляться с кнопками, не поднимать вновь ленивца, как бы он едет и в небольшие горочки без проблем, так как снег свежий просто падает на дорогу и катится офигенно. Пока что ветерок такой местами где-то сильный, но машину не сдует, стоит хорошо на дороге, поэтому еду дальше. Там у меня по ветру вот единственное что... То есть это я еду по шестерке. По шестерке от Киркенеса, то есть получается, грубо говоря, эта дорога идет. И вот мы сейчас поедем через Карасек. И только мы не на Альту пойдем, а там будет у нас на дорогу, на 94-ю дорогу уходить вся эта история. Вот что у меня дует в ноги. В стекло не дует. Минус 6, хорошо, снег идет хороший, поэтому серединка залеплена, а боковины с той стороны и с той стороны чистые. Ну, периодически сильнее, где-то хуже, где-то лучше. Ну, видите, как с такими немножко, с метелью, короче, начинается снег. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну что, как я и говорил, я остановился и выключил зажигание.
не прокатило, выключил массу. Кстати, когда выключил массу, включил обратно, у меня сохранились настройки климата. Интересно так. Так, холодильник у меня горит. Горит. Все, проверил. Ну, увидел карман вовремя, как бы остановился, дорога пустая. Дал назад чуть-чуть. Без проблем по снегу заехал в карман, такой был широкий. Столбиками был отмечен, то есть я понимал, что это асфальт. Ну, потому что в Норвегии не могут так сделать, что вам поставят и там будет лишь бы что под снегом. То есть как-то был уверен в этом кармане, залетел туда в снег. Без проблем я всяких оттуда же выскочил. И поливаю дальше. На редартер, да, я проверил, все работает, вот вам. Сейчас скользко, вот он тормозит, только проскальзывает, так как скользко. Вот, так что все в порядке. Ну, глюки по системе, уже это ни от кого не секрет. Кстати, да, я забыл вам, наверное, кое-что добавить в видео. Рассказать, точнее. Значит, по поводу, я делал короткое видео, что какой-то там кадр украл мои видосы с Ютуба. Притом с моими словами, с моим голосом. Ну, полностью все мое. Даже там, ну, короче, опубликовал их в ТикТоке. Что, для чего? Короче, суть до дела, что я вам скидывал, да. Дальнейшая, короче, история какая была. Я подал жалобу в ТикТок на авторские права. Те видео были удалены с его канала. Все мои видео были удалены с его канала. Затем, ну, этот еще, как оказалось, цветочки. Появился второй кадр. Я сейчас постараюсь вам найти, вот вставить. Если я нашел, то вставил. Если нет, ну, ребят, на словах объясню. Те, кто в ТикТоке говорю, те, кто в Телеграме в курсе всего. Мы там эту тему обсуждали, там ребята выписывали и пытались вывести на диалог того кадра. Короче, там мошенник. Конкретный мошенник, который, ну, потому что по-другому я их не называю. Даже если он на самом деле устраивает кого-то на работу, он в любом случае мошенник, только потому что он врет. Чтобы вы понимали, у меня зарплата 4500 евро. Да, вот, я столько зарабатываю, представьте. Поэтому он устраивает на работу. То есть он взял мои нарезки и под мои видосы там клепает себе рекламу. Там это так, это туда, я вам то, в общем. По факту это все, это я даже больше чем уверен, которые вас устраивают на работу, они с вас просто сдирают там от 200 до 500, может быть и до 1000 евро. И затем вы не получаете вообще ничего. В лучшем случае, если вы куда-то приедете на работу, только там ничего не будет соответствовать тому, что вам обещали, это в лучшем случае. А в худшем случае вас просто кинут на бабки. Это конторы-однодневки. Они заводят сайты, быстрые сайты, которые созданы вот буквально там несколько недель назад, начинают быстро где-то вливаться в рекламу, то все, чтобы побольше украсть денег с обычных людей доверчивых. Поэтому я вам всегда говорю, будет видео. В следующем году мы поговорим про трудоустройство и что ни в коем случае никуда не надо обращаться, ни в какие кадровые агентства, никуда. В дальнобое это не нужно от слова совсем. Вот, короче, он частично удалил, по-моему, что-то. Дальнейшее, если честно, мы даже забили на него. Мы не знаем, кто этот человек, мы не знаем, где он находится. Поэтому нет, я вам в любом случае сейчас найду эту страницу в ТикТоке. Максимально кидайте туда жалобы, потому что просто будут страдать люди. Во-первых, он дает ложную информацию обо мне. Первый кадр, он выдавал меня полностью за себя. То есть люди писали ему в комментариях, он отвечал, что это я, да, я тут что-то где-то работаю. Я не знаю, откуда вообще этот кадр появился. Второму этому типу, вот сейчас, про которого мы речь идем, с его, видите вы этот аккаунт, в общем, распространяйте эту информацию, что его телефон также указан, есть WhatsApp.
тоже максимально, чтобы люди на этот контакт не попадались. Я понимаю, что и номер, и страница, может быть, все это быстро удалено, заменено, и по-новому они будут действовать. Просто каждый должен понимать, что никто вам никакую работу в ТикТоке сраном не даст, ни в Фейсбуке, нигде. Не надо верить в это. По дальнобою только прямой работодатель. Ни с кем вам не надо контачить. Вас может только свести сам работодатель с каким-то своим посредником, который работает официально на них. Пример вам. Это Гиртека, там, Крейс, у которых в разных странах, Беларуси, Казахстане, есть свои люди. Так это действительно вас люди устраивают на работу в эти компании. То есть немножко нужно это разделять и понимать. Вот, собственно, такая информация. Поэтому тоже, кому есть у кого время свободное, просто заходите туда, на эту страницу его, и гасите туда жалобы во все видео его. Я не знаю просто, как там эта вся система работает в ТикТоке. Я также написал жалобу на авторские права. И да, кто полезет искать, смотреть, дайте мне знать, остались ли там мои какие-то видео. Потому что от ТикТока я официального ответа никакого не получил. И вот мне не везет на сегодняшний день, что я попадаю именно на подъемах, на очистители, но пока что нормальная хотя бы дорога. Тара-та-тан. Короче, ситуация сейчас была. И я после выходных забыл включить регистратор. Но ситуация была такая, что вот кто помнит, в прошлом видео ко мне в лоб вылетала Тесла, но оказывается это был не лоб. Ох, меня чуть-чуть кинуло, да? Здесь конкретно просто мудила на джипе, пикапе. Ладно, Тесла, я все понимаю, но на такой машине как бы это жесть какая-то. Вот он просто вот так вот шел, в самый конец я взял, даже лупанул чуть-чуть по обочине где-то. То есть столбика не было в этом моменте, столбики целые остались. Но пришлось мне крутануть так руля. То есть я не знаю, как это работает у них, кто там сейчас ездит, откуда они все повылазили, во-первых. Это жесть какая-то. Ну, очень много проблем в этом году на дороге, такого никогда не было, как сейчас. И видите, что и в Швеции, и в Норвегии ровно та же ситуация происходит. Ладно, я понимаю этих, которые едут посреди дороги, их хотя бы видно. Вот. Но вот это вот чудо, что это? Как это? В такую погоду? Ну реально, ну вот когда ничего не видно, снег, и так поступать крайне небезопасно, тем более, когда у тебя не горит именно фара ближняя к встречке. Ну вот объясните мне, это нормально вообще или нет? Такой неплохой толщине снега. На самом деле я вот тут еду, машинки встречные проехали. Первая ехала также отвратно, просто посередине дороги. Я вообще просто, у меня уже просто нет слов, что это вообще происходит. Вторая ехала вот просто вот, увидите сейчас, насколько это разница. Как нужно ехать и как не нужно ехать. С регистратора сразу, то есть предупреждаю, что так как это шире любой регистратор, он, естественно, делает шире и дорогу, и кажется, что все на самом деле не так, как есть. Но поэтому учитывайте при просмотре, когда где-то какие-то вставки с регистратора делаю, что на самом деле все хуже. Но здесь явно никто не чистил с утра, потому что тут толщина снега уже просто огромная. Мы тем самым временем подходим к Караську, городку.
Вот он и карасек. Где там наш циркуль? Надо добраться. Надо мне набрать горячего шоколада в дорожку. Может быть, даже я паузу крутану. Потому что мне еще потом 200 километров. От Караська пилить до Рыбфьорда. Какая там погода дальше, неизвестно. Ну, я, конечно же, смотрел. Ой, тут разукрасили домик. Я смотрел, но по факту, что там будет. То есть там писался и ветер до 20 метров в секунду. Вот это я больше за это переживаю, чем за просто за снег. Как видите, я еду даже с опущенным ленивцем. Ну, как бы лучше нагружают рулевку, потому что рулежка реально не слушается. Легкая ее выбивает из колеи. И кайфовее ехать с опущенным ленивцем, чтобы вес был больше на рулежку. Ну, потому что в цепи нету смысла надеваться. Можно было бы надеть цепь на рулевую, я имею в виду, ось, и поливать. Ну, блин, зачем, для чего это делать? Не та ситуация, как бы не так скользко, чтобы просто аккуратно нужно соблюдать скоростной режим в целом. Ну, то есть комфортный, чтобы не кидало. Так, циркуль. Я его вижу. Он на кольце. Вот на кольце мы подымем, потому что стоит там сарай какой-то. Ух, тут сразу потом у меня с кольца такой подъемчик будет. Хороший подъемчик, да. Так, как же тут он, это самое... Заехать-то сюда никак, что ли? Ну что, сарай на подъем зайдет вообще или нет? Ну, у него две ведущие, я так понимаю. А может и нет. Не, пошел четко. Короче, тут не то что пауза, тут вообще ничего не сделаешь, потому что места нет. Такой себе циркуль. Так, это ж этот подъем, да, я говорил. Хоть туда еду, туда. Поехали мы. Ну да, здесь. Но нет, чего. Подбуксовывает. Пойдем аккуратненько. Натяжку. И нормально идет. Отлично. Только зря испортил себе стекло. Шоколада не было. Ничего не было. Аппарат сломан. Пришлось налить обычного кофе. Пытался его набодяжить всяким разным. Так, на кольце нам туда. На Альту. Направление по шестерке. И получается, потом у нас дорога будет впереди, что на Альту дорога уйдет на. Куда же она уйдет-то? Налево. А мы прямо просто пойдем. У нас шестерка превратится в 94-ю. Так вот, да, пришлось не набодяжить какого-то непонятного, невкусного самому себе. Там кофе с сиропом смешал, с молоком намешал, короче, лишь бы что. Лучше бы я сюда не заезжал, вот что я могу вам так сказать. Что ж, нормально сработало у меня стекло, как и до паузы моей небольшой на заправке. Нормально все видно. Кстати, добавлю вам информацию о резине. Передок у меня стоит, напомню, Гити, по-моему, да? Гити. Короче, нравится он мне. В сравнении, если сказать, последние 2 зимы я откатался на родном Бриджстоуне. Ну, в смысле, что на оригинальном Бриджстоуне. Шел этот Бриджстоун в комплекте с Scania грузовиками новыми, когда их получали в прошлой компании. И 2 зимы я выкатал с 2 разных машин эту резину. И
Вот в сравнении скажу, что это гораздо лучше, вот, чем Bridgestone, который стоял на сканиях тех. Поэтому как-то так. Ведущая наварка тоже я и в принципе доволен, все хорошо. Прицепом вообще я супер доволен. Там стоит у меня Калмек, Комвик, кто-то из этих. Тоже это Китай, по-моему, если я ничего не путаю. Тоже очень хорошо. Прицеп у меня ни разу не пытался ни куда-то, ни вправо, ни влево там убежать, ничего. Все в порядке, стоит четко, без всяких вопросов. Тормозит также эффективно. И добавлю вам про... А я считаю еще, что еду, у меня впереди городок Лакселф. Я пытаюсь, наверное, до него доехать. Или Лакселф, норвежский такой городок. Доеду я до него, не доеду, потому что мне час 20 езды. И сделать паузу на 45 минут, заодно я что-нибудь перекушу. И хотел я вам также говорил про приложение Scania Driver. И, собственно, хотел я его обругать, но не буду, потому что оно у меня одуплилось. Прошло буквально с момента выезда из Польши, сколько там, неделя, да? И оно у меня заработало. Начало показывать все, что нужно. Ну и, собственно, вот вам немножко покажу, что там есть. Значит, номерной знак у меня грузовика, не обращайте внимания, это мой будущий регистрационный знак, потому что были какие-то там проблемы при регистрации. В общем, мне он не достался, но он за мной, как бы, за этим тягачом закреплен, и в будущем будет именно такой, то есть по фирменному. G0, это у нас регион идет, где мы, и FS, естественно, фирма, название фирмы сокращенное, и такой, так сказать, бортовой номер 17 будет. Здесь есть все, что из управления, как бы машины, это только я могу включить отопитель на расстоянии, выбрать температуру и запустить его. Все. Дальше, то есть у меня есть мой пробег, где я нахожусь на карте, посмотреть. Есть там разные обучающие там инструменты, задания какие-то себе можешь давать на исполнение, типа на экономию топлива и так далее, и так далее. В общем, если нечем заниматься, то можно найти чем, так сказать. И самое главное, что у меня вначале не показывало, это мой режим труда и отдыха. Он у меня начал показывать. У нас здесь есть еженедельное, ежедневное время, когда встать на паузу, сколько за 2 недели, сколько за неделю, когда встать на паузу и сколько рабочего именно молотков у нас времени есть. Ну и все, больше в этом приложении ничего нету. Что это впереди? Я вижу жилеты. Кто-то куда-то бежит. Кстати, да, здесь также двигаются все, как по правильному, как нас учили в детстве. Это вообще люди? Ну да, бегут куда-то. Слушайте, бегут. Здесь воинская часть. Вот что. Здесь воинская часть огромная. Северный, так сказать, защитный регион. И это вот солдаты, походу, бежали. Ну, потому что других вариантов у меня нет. Что они здесь делают? Да, люди, в случае чего, движутся навстречу транспорту, как нас всех вот в детстве и учили по-правильному. То есть, это, кстати, не во всех странах это понимают и так делают. Но в Норвегии в целом с этим порядок. То есть, всегда они идут навстречу транспорту. По той, точнее, полосе. Как видели, бежали они с той стороны. Все как положено. И там вот с собакой в прошлом видео у меня мужик шел также по этой стороне, чтобы было заметно сразу. Вот я и добрался до этого городка. И есть такая небольшая надежда, может я здесь где-то найду место, где можно отстоять паузу. При свете хотя бы. На расчищенном месте. Но у меня есть большие сомнения, что у меня это удастся. Отель Лакселф. Так. Здесь у нас спуск. И я заметил, что местами, то есть начинает потихоньку подниматься. Так, что-то у меня зараз фокусировка.
поднимается ветерок, чем ближе иду дальше, точнее на север. То есть я сейчас как бы вверх иду обратно. Вначале я немножко спустился с Таны, и теперь я поднимаюсь обратно в сторону Рыбфьорда. После Рыбфьорда у нас идет только Хаммерфест. Думаю, тоже многие знают такое местечко, кто работает здесь. Восьмая Альта. Там тоже циркуль есть. Так, стоп, а я случайно не... Мне не туда же надо ехать? Да, зашел, глянул карту. Хорошо, что я увидел знак Е6. Сейчас бы я поехал бы в аэропорт. Так, ну а здесь что у нас здесь? Здесь мы можем встать. Вот что здесь. И циркуль также. Может, я пойду проверю. Шоколад есть нормальный, да хоть налью себе. Так, здесь. Здесь. Кстати, стоял он, по-моему. Здесь нам как-то примастыриться-то вообще куда? Мне надо рядом с этим стать. Сзади не обратил внимания, что у меня. Сзади у меня зарядка электрическая, можно ее снести только жопой. Так. Вот я рядом с ним сейчас запаркую. Сзади там вижу какой-то контейнер еще. Мусорный. Ну, сейчас раскатаю себя на всякий случай. А там я вижу у на X собственной персоны, да? Так, сделаю паузу на выезде. Я, наверное, заправлюсь там, если там хорошая нормальная заправка. Ну, грузовичок я вижу нарисован, значит, там должна быть грузовая. И все, значит, опускаем ленивца, чтобы потом тронуться хорошо, когда мы его поднимем. И я заправлюсь, потому что потом у меня будет в Альте не очень заправка. Поэтому я заправлю сейчас топливо в один бак. Работает здесь аппарат. Нормального себе сейчас напитка намешаю. Напомню всем, что уже в продаже есть на 26 год. Вот цены, собственно. Стандарт и большая. Конечно же, нужно брать большую, потому что, ну, 10 евро несущественная разница. А размер очень, в принципе, есть разница. Вот так. И это цены внизу, если у вас уже есть кружка, просто нужно обновить стикер на 26 год. Нижние цены. Тоже не вижу в этом никакого смысла. То есть лучше купить новую кружку. Потому что внутри она немножко как бы становится такая подуставшая, так сказать. Вот вам цены на топливо. В норвежских кронах делите на 10. Так, мой снеговик. И Volvo 540 рядышком. Что тут, как тут? Здесь сзади жопа полная. Здесь тоже. Это так как поднято, поэтому оно у нас в нетронутом виде.
в естественном. Так, это... Нет, это не сияние, это облако обычно. Жопа. Кстати, от ящика отвалился у меня кусок, пытался его отбить на стоянке, у меня ничего не вышло, ну сам, короче, отпал, ящик остался стоять, так что очень хороший, крепкий ящик в Шмите. Ну и здесь, да, здесь у нас нормально все. Лишний вес нам не помешает, отлично. Здесь кафешка, экстра магазин. Ну и да, я увидел с дороги, что здесь грузовая хорошая колонка. И еще, и еще. Воды бы где-то набрать, но где, я понятия не имею. У нас 8 вечера, короче, у нас минус 3,6 градуса. И я подбираюсь к развязке, на которой мне нужно будет налево, а дорога прямо пойдет. Сейчас на указателе должно будет быть написано. Дорога у нас Е69. Дорога эта ведет на Нордкап. Сколько здесь? Около 100 километров, может быть чуть больше, до Нордкапа выходит. И также на Хонинсваг ведет дорога. На Хонинсваге есть рыбярня. Я бывал там однажды. А сколько же вон впереди указатель, но... Хонинсваг 99, Нордкап 129 и что-то написано, там дорога, возможно, закрыта. В общем, ну, Нордкап, кто не в курсе, это все. Конец всему, конец жизни, конец земли. То есть самая северная точка Европы и Скандинавии. А, собственно, дорога-то и у меня закрыта. Вот и все. Движение в колонне, наверное, будет, я так понимаю. Надеюсь, меня сейчас не заставят цепи надеть. Впереди стоит еще машинка какая-то. В теории не должны. Ну, посмотрим, сколько мы здесь простоим. Что ж, стоим, ожидаем. Я вышел проверить дорожное полотно, потому что температурка падает. Ну и здесь такой, как бы, местами каток. Местами вот середина нормальная, а там, где колея вытоптанная, там хреново. Решил я прогуляться вперед, посмотреть, что там вообще стоит. Меня смутило то, что половина шлагбаума поднята, половина опущена. А вторая здесь незачем, так как все под снегом. Коллега решил не ехать, а закрыть зеркало и лечь спать. Тоже верно. Но я подожду что-нибудь. Все-таки мне доехать-то осталось меньше 100 километров. И здесь вот такое происходит. И неизвестно, когда это закончится. Уже час прошел, как я стою. Что ж, только я прогулялся, и с той стороны появилась у нас снегочистилка. Так, что-то рассказывает он там. Ай, легковой, точнее, первый. И все. 2 шлагбаума целых закрыты. Слушаем, как работает Scania V8. Старенькая. Ну что, обделила меня вниманием снегочистилка. И вот он едет обратно. Проведет, может, нас на этот раз или все-таки нет? Как думаете? Ну что, погнали.
Спустя час 12 отстоял я здесь. Дальше у меня по маршруту было открыто все, но предупреждения были, то есть о сильном ветре, как я и сам смотрел, в принципе, до этого погоду. Ну, посмотрим, насколько там же такой сильный ветер будет, что стоят предупреждения. Желтый уровень опасности. Ну и здесь. В колонне, конечно. Ну, здесь, я думаю, покрытие будет нормальное. А суть закрытия, я думаю, просто были переметы, я думаю, тоже. Не более. Потому что он перевал не посыпал. Если бы было бы слишком там скользко или что-то еще, то, я думаю, он бы посыпал бы перевал. А так он полностью не посыпан. Значит, только дело в переметах. Встречка это с полуприцепом кто-то едет. То есть, видите, с той стороны шлагбаум был открыли, точнее. Как-то вот я что-то не понял, честно, как это произошло. Подъем у нас пошел дальше, ну ладно. Вроде особых тут проблем нету, чтобы кого-то куда-то отпускать. Хотя однажды так я слегка поплатился. Я рассказывал эту ситуацию, когда у меня видео было. Я вам его оставлю в описании, где видео, где я рассказывал все случаи, когда я ехал на цепях. Один случай был вот в принципе такой. Мы ехали колонной, только колонна у нас в принципе практически вся составляла из грузовиков. Легковые как-то так сзади были кучками, либо они были спереди, либо были сзади. Ну и я шел, собственно, в хвосте, можно сказать. Нет, я шел последний, да. Именно из той партии, которую пропускали кучками. Потому что там очень много машин за 2 суток насобиралось. Дело было на Бёрдфилде. На 10-й дороге у нас, Швеция, Норвегия. И до границы мне не хватило буквально дотянуть еще вот 50 метров, чтобы у меня хотя бы тягач немножко выровнялся. Груз был у меня такой не совсем хорошо загружен. Вот. И получается, последний грузовик останавливается, я за ним, и я уже не смог. Он смог тронуться, он как раз стоял на том месте хорошем уже. А я вот так вот и остался. Вот. Но я не стал исполнять ничего, я ровненько стоял красиво. Я вышел с 2 сторон, просто цепки сразу подкинул. Сделал один откат назад, зацепил цепи сразу, то есть зацепил их сразу хорошо и попробовал двинуться вперед, наверное. Точно не помню, но я думаю, я как бы так делал, что я дернулся вперед и еще назад, там несколько метров я съехал, перетянул и стартанул в этот подъем, как бы без проблем. Я доехал, встал на границу и поехал дальше, потом по дурости их снял. В общем, ладно, там полная история есть. Там это не конец был ее. Я рассказывал весь этот косяк и что да как, поэтому интересное видео, посмотрите на досуге, кто не смотрел. Вообще, в целом, ленитесь, смотрю по комментариям, ленитесь вы искать, смотреть. То есть у меня на канале скоро будет, я надеюсь, к маю месяцу я догоню в 500 видео. Но это в сумме там и шотсы, короткие и длинные, и с трансляциями, наверное. Но просто, чтобы была цифра на канале 500 видео опубликованных разных. И реально, то есть, ну, я снимаю практически каждую неделю. Сейчас вообще видосы часто выходили 2 раза в неделю. И особенно в зимний период у меня съемка постоянная. И видео огромное количество на все темы. Разные перевалы. Я даже подбивал, я сейчас... Нет, ну, я чуть позже еще тоже подсобираю, поразбиваю. Ну, у меня есть плейлисты, которые разбиты разные. Там, прохождение перевалов, там, это, то, обзоры, шморы, то. То есть, разбитые по плейлистам есть видео. Даже в виде подкаста есть. Поэтому ищите, смотрите на какие-то ваши вопросы. То есть, 90% ответов есть на моем канале. Я даже в этом не сомневаюсь.
И, то есть, ну, я ж не буду в каждом видео одно и то же говорить. Там, про резину. Элементарно. Перед каждой зимой я показываю свои колеса. Железобетонно. Не хотят искать. Какие у тебя колеса? Ну, ё-моё, ну прогортай ты ж, посмотри там то. Тоже ссылки мне не всегда это комфортно там отвечать. Искать ссылки, вы представьте, сколько это времени все занимает. Мне сейчас статистика вышла за год. За год. Я вам сейчас точную скажу цифру даже. Так, Арсений, ну что ты, бедолага, все стоишь? Нет, я еду. Я еду, а ты, пацанчик, попал в видос. Вот ты смотри себя теперь. Вот так. Значит, здесь где-то мне присылали стату мою Tracker in Scandinavia. Так. Это за год, именно за год идет история. И мне больше было прикольно вот это. На сколько комментариев вы ответили? Я ответил за год на 6815 комментариев. Ребята, за 25 год. 4583 комментария мне понравились наиболее, которые я отдельно сердечком ставлю. Так. И 52 записи я опубликовал в виде разных там новостей, событий, фотографий во вкладке сообщества в Ютубе. Значит, страны: Россия, Украина, Беларусь. Ну, это и понятно. То есть 3 первых лидера — такие страны. Года: 45, 54, 35, 44, 55, 64 даже. Ничего себе. Вот. В какие дни вы смотрите? Воскресенье, понедельник, среда. Вот напишите, в какой день вы смотрите YouTube особо часто. Мне тоже это интересно. Увидимся на Ютубе, блядь. Да, тут вот уже какая-то встречка поехала. Почему один тот грузовик ехал? У меня вопрос, конечно же. То есть дорога была закрыта 100%, потому что всегда она закрывается с обеих сторон. Другой вопрос, почему проехал только один грузовик после всего этого. Ехал он, кстати, без цепей. Тоже. Вот, и сейчас едут легковые, но их мало. Что к чему? Что за мистика вообще? Или, может, с того направления никто не хочет ехать? Только едут с этого. Нет, здесь больше, я так понял. Это основная колонна вот уже ползет. Сейчас нам вся навстречу. Вся основная. Почему ехал один грузовик? Мне все-таки это интересно. Либо же он где-то здесь тусовался. Я могу тоже это предположить, что он где-то тут стоял на стоянке. Но вот здесь уже вот едет уже грузовик в колонне со всеми. Там что-то много каких-то маячков у нас слишком. Тоже нормально, без всяких цепей он едет. А может, все-таки здесь что-то произошло, поэтому дорога была закрыта? Ну, сейчас, может, мы что-то и увидим, а может и нет. Но что-то там моргает у нас по обе стороны. Там спуск, ну, что там еще может быть? Я не знаю. Нет, там что-то вообще движется, вообще что-то. Автобус. Или это все-таки наш снегоуборщик? Меня в смуту какую-то поставил. Да.
Ну, поворот. Хорошо. Ну, вот этот шлагбаум. Да, короче. Ну, видать, просто, как говорится, это перестраховались. Потому что на самом деле я ничего здесь не увидел сверхъестественного. Я проезжал в этих краях и по конкретным таким вот кочкам, переметам валил, просто пробивал их. Но здесь, как бы, я считаю, того не стоило. Ну, в принципе, есть видео у меня, где я на цепях еду по семерке, по перевалу. И там тоже это была просто как перестраховка, движение в колонне, меня заставили надеть цепи. А на самом деле там, ну, не было там ничего страшного, от слова совсем. И тем более здесь тому доказательство, что движение в колонне пустили машины друг другу навстречу. Вот еще что интересно. Обычно такого явления нету. Естественно, колонна проходит в одну сторону. Либо же где-то типа на широкой какой-то там вот дороге колонна останавливается, пропускает первую, затем сама проезжает. Но явно не в таком рандомном разнобойном порядке никто никуда не едет. Я бы уже как, ну, 30 минут так точно, я бы уже просто отдыхал бы на рыбярне. И завтра только вопрос, во сколько меня загрузят. Мне как бы очень это интересно. И в сумерках хотя бы я что-нибудь там рассмотрю, как окружности какие-то или нет. Окрестности, точнее, а не окружности. Заправиться я заправился, мне еще нужно будет AdBlue заправить. AdBlue мы заправляем с канистр, с базы выезжаем, заправляем в канистры AdBlue. Выплескиваем их, что есть, потом заправляемся на заправках. То есть вот у меня прошлый рейс вышел, месяц меня не было. Я за первую неделю выплескал AdBlue. Ну, AdBlue это канистры, насколько нам дают, это на, получается, на 2 полные заправки. Вот. Так как здесь она жрет как лошадь, это AdBlue. Это реально 1 неделя. Все. Ну вот, ладно, я сейчас доехал. Ну, не 1 неделя, пускай там 1,5. И сейчас я заправлю AdBlue. Но мне в этот раз хватит. То есть, так как я никуда больше не съезжал, я именно Польша, север Польша у меня выйдет. Прямые рейсы, то как бы мне этого AdBlue хватит. Ну вот, видите, как бы я уже об этом говорил, как бы. Где-то есть какие-то разные условия. Мне, в принципе, это не напряжная история залить AdBlue. То есть, и тем более, что потом мне не надо ни где-то там еще что-то выдумывать. То есть, я потом спокойно заправляюсь на заправках без всяких проблем. На длинные круги я выезжаю часто. А тем более, если мне выпадает проехать через Германию, то это уже я больше 3 недель у меня уходит в целом на рейс один. Круги такие наяриваю. То есть, я с Германии там либо на север, либо на Лафатены, либо на еще куда-то. То есть... по-разному. Но сейчас, то есть, тоже бы я, если бы не ехать домой на Новый год. Так, вот у нас, собственно, развязочка. Все, нет, не все. Кто-то и поехал со мной вместе. А здесь тоже вот стояночка, можно стоять. Здесь есть у нас также циркуль, кстати. Вот наша снегочистилка по этот. Hammerfest 94 Альта Е6 нам прямо. Нам прямо как бы по главной. Так, каблучок этот. 60 заканчивается. Ну что, вы поедете или нет? Или мне обгонять? Ясно. Ну, тогда понятно все с вами, ребята. Тогда поеду я, чтобы вы мне не трепали нервы. Последний раз мой кореш попал на цепи из-за двухосника. С рыбярни он выехал, появился там какой-то двухосник. Откуда он там взялся, каким боком он там взялся. Естественно, на корявой резине, как всегда. То есть, когда едет двухосник, то есть, точнее, когда двухосник стоит под гору, в нем всегда сочетаются все. У него самая кончелыжная резина. У него цепи порваны, либо там вообще какие-то цепочки через колесо, или еще какая-нибудь порнуха. То есть то, что для Скандинавии вообще не канает. И зачастую ответ у них у всех один, они здесь в первый раз. Ну, я так понимаю, после таких ситуаций они здесь и в последний раз. Я на это надеюсь, по крайней мере. Хватает тут. И в целом, как бы,
трафик хоть как бы не намного, но он вырастает очень сильно. Ну, в смысле, вырастает с каждым годом, по чуть-чуть трафик подрастает. Ну и, как я и говорю, уже вот все видео подряд я еду, и я не понимаю, что происходит, потому что раньше я с таким не сталкивался здесь, в этих краях. Я об этом говорил и в видео, что, ну, вождение зимой здесь крайне было корректное, правильное. Никто перед тобой не выйдет, там, горка впереди, кто-то из поворота выползает. То есть, да, такое тоже редко. То есть... Также легковая может понять, когда перед подъемом, например, он плетется, впереди подъем, если ему моргнуть, он может нормально втопить газу и уйти, понять, что едет грузовик, ему нужна скорость. Вот, но, к сожалению, с каждым годом все меньше и меньше идет этого понимания. Езжу я, да, кстати, я езжу без навигатора. То есть, так прикольно, попробуйте кто-нибудь. Ну, понятно, ладно, в Европе это... В Европе я бы ездил бы с навигатором, поэтому у меня специально, я же говорю, тогда рассказывал, восстановил iGo свою подписку. То есть я там на телефоне по Гермашке где-то проеду, по Польше тоже. Ну, по Польше я уже тоже, сейчас там ремонт закончится. И в целом я практически выучил там эти все дороги, куда мы на какие рыбярни ездим, как там доезжать до портов и так далее, и так далее. В целом-то тоже практически езжу уже без навигатора. Ну, а здесь так я вот фирму посмотрел, где мне, куда мне. И поехал, например. Вот как я в прошлом видео в Бостфьорде Бэви этот посмотрел. Я вспомнил просто, я был на этом циркуле, я помню этот циркуль. И все, что там просто два поворота право-право. Че, я без навигатора не доеду? Ну, а до Бостфьорда, а что там ехать-то? Ну, когда вы все образно, вот визуально вы знаете прорисовку там любой страны. Я просто говорю в целом, это по любым странам. Ну, по мне это даже интереснее, то есть гораздо так интереснее. Ты едешь, как бы думаешь, так, ага, куда у меня, где у меня там какой будет город, где что, где куда. А когда вы как роботы ездите тупо, у вас 20 навигаторов, вряд ли вы в итоге приезжаете в тупик, ну, да, вам ничего не даст. Я здесь тоже не скрываю, я иногда промахнусь мимо какого-то поворота, я где-то поеду на разворот, еще такое тоже у меня есть, вполне есть. То есть где-то просто тупо зазеваешься и прощелкаешь. И, во-первых, самое, наверное, что главное, ну, это время как-то летит быстрее, проще работать. Ты не понимаешь эти вот расстояния. Ну, только навскидку ты примерно понимаешь, что так, ну, до туда мне там 5-6 часов плюс-минус. И все. А сколько там километров? Да и плевать вообще, сколько там этих километров. Доеду когда-нибудь. Ну, с рваниями этим, где Санта-Клаус, Йолупуки, конечно же, можно было мне делать 9. Я делал 11 часов. Нужно было мне сделать 9, и тогда бы... Ну, я обычно, у меня есть такое время, 10 часов я отдыхаю, когда делаю 9. Вот я тогда мне нужно было сделать 10 часов. Я что-то посмотрел, зачем мне? То есть у меня 9 этих хватало, и я бы их не использовал бы все равно до конца недели. Можно было мне смело так делать. Я выгрузился. Не факт, конечно, чтобы я выгрузился пораньше. Все-таки там тоже, я не знаю даже, сколько они работают. Итак, здесь есть даже дорожка вот туда. В эти. Вы поняли. Ну и мы сейчас туннель, да, туннель, сколько метров он? Ну, он небольшой, наверное. Туннель у нас, нет, туннель у нас 2 километра 298 метров. И после туннеля, чисто теоретически, по объявлениям Вегвесена и погодного сайта, мы должны попасть в жуткий ветреный какой-то ураган. Бабах. Там сзади снега отлетела целая куча, наверное. Туннель здесь довольно-таки козырный, широчезный, новый, естественно, новый. Ну, я думаю, тут ему несколько лет, не больше 5. Но могу, конечно, и ошибаться. Потому что я в 2019 году, ну, я ездил 100% на Hammerfest, но я как говорил вам,
в недавнем видео, что я не помню вообще там, что у меня тогда происходило. Я помню, вот куда-то я ехал, ну я помню четко Берлевок и Михам. Вот они мне запомнились, я очень часто туда ездил. А все остальные места я так точно туда ездил по разу, там по два, может быть. Я вот помню какое-то место, я стоял целую ночь перед закрытым шлагбаумом. Куда это я ехал? Не без понятия. Возможно, на Хонинсваг. И я на то время, на 2019 год, даже понятия не имел, как-то не вникался так сильно в Норвегию, да, что Нордкап у меня в 30 километрах, где самая северная точка находится. Вот, самая высокая точка. То есть я без понятия был об этом. Сейчас уже, да, если вдруг мне выпадет Хонинсваг, я без сомнений совести, хоть мне не нужно будет... То есть на Нордкапе там нету ничего. Там мыс. Вот. Там нету ни рыбяр, ни фирм, там ничего. Там едут только туда туристы. Может быть, там какой-то домик один стоит, пару. Я не знаю, если честно. Я там не был никогда. Но знаю, что там нету ничего. Вот. И поэтому я спокойно. Мне в фирме разрешат это сделать без всяких проблем и колебаний. Я туда просто поеду. Вот. Просто туда приеду. Также в 4К камера свойственно перегреваться. Ну, вот сейчас она просто отключилась. Так вот, я доеду туда, сделаю фотки, видео, с дрона полетаю, если будет такая возможность. То есть все, что мне может помешать полетать на дроне, это осадки в виде дождя. И, ну, невидимость, конечно же, тоже плохая. И ветер, сильнющий ветер. То есть я могу там, типа, до 10 метров в секунду, когда ветер, я могу попробовать полететь. Дрон у меня мощный, ему должно хватить запаса. Вот. Если там какой-то снег будет идти легенький, тоже я могу подняться без проблем. Я думаю, слегка хотя бы чуть-чуть сделать такие кадры, так сказать, исторические для меня, запоминающиеся на всю жизнь и сохраниться, так сказать, что я ну, побывал на Нордкапе. Все. Миссия выполнена будет реально. Традиционно. Хоть и сильный ветер, но я все-таки нашел для вас немножко сияния. Так, здесь машинка мне мешает. Идти, что ли, попробовать подальше отойти? Смотрите, какая тут у нас ляпота. Кстати, фары машин очень сильно помогают рассмотреть эту всю ляпоту, но ветер. Я без подготовки, поэтому... О, даже какой аппарат едет. Поднявый. Свежо. Сказать, что скользко, нет. Я на эту стоянку под маленькую горочку заехал с опущенным ленивцем. Там кто-то гонки какие-то устраивает даже. Как видите, он у меня стоит на земле. Вот. А я же ловлю, хожу сияние. Мне уже время по барабану абсолютно. Мне некуда спешить. Да и незачем. Я понял, про какое место мне говорил кореш. Вот про это. Я здесь сейчас на подъемчик заскочил, а у нас внизу там, где все светится, будет, я так понимаю, загрузка, да? То есть нам нужно будет подняться в горку. Здесь так высоковато слегонца под горой. Ну, днем мы рассмотрим это местечко с вами поподробнее. У меня 650 метров мне до поворота. Мне просто интересно, как это все дело будет выглядеть, чтобы завтра понимать что-то. Потому что у меня тут погода, дождь пошел местами, и было +2, сейчас +1. Так. Через 400 метров Нет, ну резкий здесь... поворот налево. Здесь не было никакого подъема. То есть я поднялся в подъем. Ага, может тут 220 метров. 220 метров подъемчик, да? Да, вот такой крутой у нас будет подъем сразу с фирмы. А где фирма? Хрен его знает. Фирма у нас
Резкий поворот налево. Вот. Что, серьезно? Да не может быть такого. Не-не-не, это что-то не то. Нам туда дальше. Знаете, гляньте, как она вела. Представьте сюда вальнуть-то в этот вот. В поворот прям туда вот можно с обрыва, в принципе, сигать. Не-не-не-не-не. Я вижу вон ту дорогу, которая ведет нас, в принципе. Подъем мне предстоит вот этот подняться завтра. То есть будем смотреть, что у нас будет. Если будет нулевая, то могут быть проблемки, конечно. Так, но я ищу альтернативную дорогу. Вон ту, где-то там поворот будет на нее. Вот вам как бы, ну ладно. Окей, здесь я просто Google включал по фирме. Вот. Я думаю, грузовой навигатор вас бы не повел сюда этой дорожкой. Хотя, все может быть. Поэтому голова в первую очередь у вас должна думать, что вы и как делаете. Ну и завтра мы пойдем туда на горку. Ладно, хорошо. Задачка ясна. На этот рейс, то есть вот первый подъем вот этот туда, вон видите, как четенько уходит наверх, круто. И альтовский у нас подъем. Через 300 метров поверните налево. В сторону границы. Это самое серьезное, что будет на завтрашний день. Так. Нет, где-то дальше, да? А, вон указатели все стоят. И тут циркуль. Налево. Кстати, вот завтра я наберу здесь. Ага, наберу, конечно. Как здесь стать? А, ну стать можно под колоночку грузовую. Без проблем. И вот Кермак. Я на Кермак еду, собственно, у меня указатель здесь и стоял. А я хотел через людей. А, ну и здесь выскочить на дорогу надо. Так, Ваше место родная. назначения будет справа. Хорошо, я вижу уже где что. До свидания. И здесь выскочить на дорогу сразу тоже нужно подъемчик, получается, да, но здесь, я думаю, это менее проблемно и можно это сделать. Ну, в данной ситуации понятно, все тут хорошо, но я говорю про то, что завтра, если будет -1 и будет лить дождь, или там другой любой минус с дождем, то это уже ситуацию абсолютно поменяет. Там, где стоят машинки, я там паркуюсь. И завтра вот у нас рампы 1, 2, 3. Здесь загрузка, в принципе, будет. Ну, чуть-чуть скользковато на данный момент. Вот у нас и офис здесь. Все, короче, я разобрался со всем. Все, друзья, до завтра. Завтра мы продолжим с вами.